И это небольшая история о том, как мне посчастливилось стать официальным фотографом на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Я оказался в самом центре этого безудержного веселья. С камерой в руках, в синей жилетке и аккредитацией на шее. Привет, YouTube, Максим Густарев на связи, и сегодня я расскажу вам, как я снимал репортаж с чемпионата мира по футболу так, как никто не снимает. Поехали! Что делает фотограф на матче? Первое, что приходит на ум, он с фотоаппаратом пытается сфотографировать бегущего футболиста, отнимающего мяч у другого, либо забивающего гол. Он снимает саму игру, само движение. Футбол около футболиста. Но нет, в мои задачи входили другие цели. Хотя от соблазна сделать несколько крупных кадров с игроками я не удержался. Я локал-фотограф. В первую очередь я снимаю репортаж, а не спорт. С доступом ко всем зонам, включая VIP, моя задача передать атмосферу вокруг, всего того, что делает турнир живым и настоящим. Разумеется, я снимал болельщиков на трибунах. Их искренние эмоции, крики, вопли, радость, разочарование, текущие слезы с соплями. Объятия после забития гола. Снимал людей в национальных костюмах, флаги, раскрашенные лица, уличные шествия и фан-зоны, где собирались тысячи зрителей. В VIP-зоне фотографировал важных дядь и теть, за кулисами пытался выцеплять кадры с футболистами, готовыми выйти на поле, детьми, предвкушающими повторить путь тех самых футболистов, моменты, переполненные эмоциями. Тут я, кстати, ради кадра подсказал ребенку обнять Радамели Гарсию. Тот, конечно же, не ожидал такого поворота, но отреагировал нормально. Кадр получился нетипичный. Огромное количество запоминающихся эпизодов мне удалось запечатлеть прямо у бровки поля с обеих сторон. Это особая зона, где сосредоточена своя атмосфера, самостоятельная жизнь между трибунами и полем, между болельщиками и игроками. Я снимал футболистов на построении, во время разминки, в перерыве между таймами. В объектив попадали судьи, тренеры, ассистенты команд. На поле и вокруг него работало столько волонтеров, и у каждого была своя четкая задача, все двигались как в хорошо отлаженной системе. Хоть во время съемки мне все это казалось немного хаотичным, просматривая фотографии сейчас, я понимаю, какую титаническую работу проделали ребята. А еще, спонсор этого видео — магазин фототехники GetLens. Заобнимал бы их прямо сейчас. Это не просто один из самых крупных магазинов фототехники в России, в котором вы можете выцепить технику по хорошей цене. Это, по моему мнению, самый душевный магазин фототехники, куда вы приходите за камерой, как в гости к хорошему другу. Ссылка на ребят будет в описании. Особым фотографическим удовольствием, лично для меня, было запечатлеть коллег-фотографов с исполинскими объективами. Вы просто посмотрите, какие они здоровучие, как газовые баллоны. Каждый из объективов стоит с десяток тысяч евро. К примеру, вот этот Canon 600 мм f4 стоит как поддержанная иномарка. Снимать на него с рук — испытание. Поэтому у фотографов есть либо штативы, либо, если подразумевается перемещение фотографа по краю поля, в помощь идут моноподы. Обратите внимание, у этих человечков камеры напрямую подключены к компьютерам через Ethernet-порт. Отснятые материалы мгновенно передаются в редакции аккредитованных изданий, чтобы фотографии можно было публиковать буквально в режиме реального времени. Завидки. Я тоже старался передавать картинки сразу, но делал это более колхозным способом. Раз в час я быстро просматривал материалы, на самой же камере я их выбирал, через Wi-Fi посылал на сотовый телефон и заливал на Google Диск. В некоторые моменты я завидовал фотографам, которые сидят у бровки поля, на стульчике, делают тык, а фотография по кабелю улетала в сеть. Но зато я не был ограничен одной точкой в пространстве, я был просто вездесущ. Я бегал по всему стадиону, был снаружи, внутри, внизу, наверху, очень даже наверху, на самой вершине. Фиксировал детали, архитектуру, флаги, значки, одежду, шарфы, символику. Я старался быть просто везде, видеть абсолютно все, запечатлеть каждый момент и около футбола в том числе. На удивление, все прошло без особых эксцессов и мордобоя. На чемпе атмосфера сохранялась дружеская. И это был визуальный рассказ о том, как фанаты со всего мира приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды. Так что же делает фотограф на матче?
Ну, с этим мы уже разобрались. Надо разобраться с тем, как именно он это делает, на что он снимает. Ну, первое, что приходит на ум, классический репортажный сетап. Это какой-нибудь full frame плюс зум-объектив. Их может быть на самом деле 3. Классический 24-70 f2.8, прям вот самый-самый-самый типичный вариант для универсальной съемки всего. 70-200 для того, чтобы выцепить дальние планы. И 16-35 2.8 для съемки, к примеру, каких-то более широких панорамных-архитектурных кадров. Все просто супер логично. И по этой логике работают 99% репортажных фотографов. Я же решил поступить иначе. Весь репортаж я отснял на светосильные праймы. В моем арсенале было 3 стекла: Sigma 20 мм f1.4 Art, 35 мм f1.4 Art и 85 1.4 Art. Кстати, в 2018 году еще не было беззеркальных версий этих стекол, поэтому да, я таскал тяжеленные объективы и постоянно их менял на ходу. 85, к примеру, весит больше килограмма. И благо дело, ни разу за все 100 тысяч миллиардов смен объектива на бегу я ничего не уронил и не разбил. Потому что иногда бывает, что толпа такая кричит: «Гол!», а ты бежишь, у тебя 85-ка, а вот ты хочешь человека, который находится в 2 сантиметрах от тебя, сфотографировать, ты не можешь уже отбежать назад, ты пытаешься поменять объектив, 20-ку поставить, вкрутить, на это все тратится время, разумеется. Репортаж, ребят, дело тонкое. Ведь просрать момент — это самое обидное, что только может произойти с фотографом. Ну, конечно, после того, как, не знаю, там SD-карта сгорела, фотокамера упала в лужу и еще что-нибудь. Кстати, я, будучи профессионалом, профукал первый гол на чемпионате мира на тех матчах, которые я снимал, тупо потому, что я пошел в туалет. То есть в прямом смысле слова я гол, проссал, давайте так назовем. Закон Мёрфи сыграл против меня. Так вот, для репортажа важна своевременность. Поймать момент сейчас, суметь увидеть пространство на широкий угол или выцепить молниеносное событие на горизонте на телевик. Именно поэтому репортажники и предпочитают зумы. Воздушностью картинки, артистичностью боке пренебрегают в силу своевременности. Я же поменял этот подход. Да, я профукал множество эпизодов, эмоциональных, красивых, просто из-за того, что объект съемки находился от меня в 10 метрах, а на камере была надета 20-ка. Ясное дело, пока я поменял стекло на 85-ку, объект съемки уже откричал, отплакал, отцапливил, и вообще лег спать. Хотя скорость перенадевания объективов я как бы натренировал, и в целом заменить один объектив на другой я успевал за 5-7 секунд. У меня была на поясе специальная сумка для объектива, я мог отцепить, засунуть объектив под мышку, достать, засунуть, закрутить, вернуть объектив на место. Опять же, это все занимало, 7-10 секунд, не больше. И, кстати, да, 35 мм f1.4 Art я в съемке вообще не использовал. Все снимал только на 20 мм f1.4 и 85 f1.4. И эта пара значительно оптимизировала геморрой смены и ношения объективов. Сам чемпионат — дело как бы не пара минут. За 4-5 часов непрерывной работы можно позволить себе пропустить какие-то моменты, по башке за это не надают. И в любом случае все эти моменты, они, циклично повторяются. Поэтому я позволил себе пренебречь скоростью в угоду артистичности и красоты картинки. Для себя я выработал просто потрясающий рабочий график. Если происходит какой-то экшен, я беру камеру с 20-кой, делаю кадры 2-3 минуты, потом 10 секунд меняю объектив на 85-ку, снимаю еще 2-3 минуты, опять меняю объектив, и так все зацикливается. И 20 мм, и 85 мм f1.4 Art обладают невероятно красивой картинкой, с которой не сравнится ни один зум. Как ни крути, физику не обманешь. И пластика, и цвет передачи, и перспективы портретируемых переносятся в репортаж из художественной фотографии. Меня это и подкупило. И сейчас, просматривая кадры, я искренне кайфую и в который раз удостоверяюсь, что абсолютно не зря отказался от зума в пользу арт-оптики. Я по фану несколько фотографий закинул на премию 35 Awards и занял 2 место. Мелочь, а приятно. Арт-оптика дала свои результаты. И этот опыт съемки репортажа на арт-оптику я экстраполирую и на другие съемки. От заводских портретов работяг, селебрити на различных ток-шоу,
Везде арт-оптика показывает себя иначе. Ребят, если у вас в голове строгая установка, что репортаж — это обязательно съемка на зум, то вспомните замечательное правило фотографии. То, что самое главное — это сделать просто-напросто красиво. Все остальное — это мишура, особенно если это навязанный стереотип. Попробуйте поснимать реально на фиксы, на светосильные фиксы, с красивым рисунком боке, с красивой картинкой, и вы увидите то, что на самом деле самый динамичный репортаж, он в своем роде может стать самодостаточным. Ну а вы сможете снять репортаж так, как никто не снимает. А сейчас что-то новое. Я отвечу на вопросы, которые вы мне задали в Телеграм-канале, в комментариях к посту о съемке чемпионата мира по футболу. Это, кстати, еще одна из причин, почему вам стоит подписаться на Телеграм-канал, потому что вы сможете задать вопрос, на который я отвечу в будущих видео. Первое. Какие приемы и механизмы есть, чтобы визуальный мусор на ширике не мешал, а помогал, и как компоновать такие кадры? Да, действительно, я очень много снимков сделал на 20 мм, но важно понимать, что при съемке репортажа у вас нету возможности контролировать абсолютно все детали, все объекты в кадре. Композиция — это построение, ваше умение увидеть сочетание, взаимосвязь, контрасты всех объектов в кадре. И во время съемки репортажа, когда события происходят... Sorry, yes, thank you. Короче, пришла пошилка пришла, вот. Но я вам ее пока не покажу. В следующем видео будет очень классная штукенция. Мне для путешествия она прям очень нужна. Возвращаемся. Так вот, компоновать кадры на широкий угол типа 20 мм просто не представляется возможным в режиме реального времени. Сознательно вы это сделать не сможете. Вы это будете делать подсознательно, вы это будете делать интуитивно. И скорее всего, конечный результат будет зависеть от вашей насмотренности, от вашего опыта, от того, как вы держите камеру в пространстве. Высокие, низкие ракурсы, близко, далеко от объекта съемки, но могу вам дать просто рабочий совет, который будет работать всегда и везде. Держите на широкие углы объект съемки в центре кадра. Не используйте конкретные правила третей с уводом объекта далеко к краям, потому что там просто-напросто будет достаточно сильная дисторсия, и вы получите неестественное растяжение тела. Если посмотреть на мои кадры, практически все снимки, крупные портреты, если я и позволял себе делать крупные портреты, а таких портретов у меня достаточно много, я подходил, тыкал камеру прямо в лица, портреты были в основном центральные. Если я отходил дальше, между объектами, между основной сценой было расстояние 1–1,5 метра, я уже позволял использование правила третей, играл с нижними ракурсами. Нижние ракурсы дают очень хорошую, интересную перспективу, намного более интересную, чем точка съемки сверху. Если будете снимать сверху, у вас как раз будет очень много земли, некрасивой, мусора, там, ног. Если будете опускать точку наоборот вниз, то получится более такая монументальная перспектива с большим вхождением, опять же, каких-то вот конструкций самого стадиона на заднем плане. Опять же, это будет более интересно. Если взять статистику по моим кадрам, то, наверное, большинство кадров на 20 мм я снимал именно с точки съемки снизу. Следующее. Как часто и по какому принципу ты менял локации и объекты съемки? Был ли вообще какой-то порядок в этом? Ну, я, как уже ранее рассказал, я по смене объективов снимал 3 минуты на 85-ку, 3 минуты на 20 мм, постоянно менял. И таким образом у меня была постоянная смена фокусных расстояний и визуальных каких-то акцентов. Но были и моменты, когда я резко подмечал какой-то интересный образ, и мне нужно было поменять объектив. Я делал кадр, потом понимал то, что я хочу сделать подобный кадр на более широкое фокусное расстояние, и сразу же менял объектив еще раз. И вот таких смен резких, там по 5–10 секунд, тоже было очень много. Касаемо смен локации, у меня был вездеход, пропуск, который позволял быть практически везде, кроме, наверное, каких-нибудь супертехнических помещений. Моя смена делилась на блоки. Первый блок — это фан-зона, когда люди только приходят к стадиону, проходят какие-то активности. Это я тоже фотографировал. Далее мы заходили внутрь, и перед началом матча, перед построением, перед тем, как команды выйдут на поле, вынесут флаги, я фотографировал территорию внутри стадиона, где находятся футболисты, готовящиеся к выходу. Там же были дети, там же происходил, опять же, какой-то экшен. Далее все выходили на стадион, я
у бровки поля фотографировал эту движуху, потому что сейчас снимать наверху нету никакого смысла. Вот маленький период, когда идет подготовка, когда футбольный мяч стоит на постаменте, у тебя есть возможность сфотографировать, опять же, выходящих из трибун футболистов, вот этот момент, конечно, нужно не просрать. Нету никакого смысла находиться где-то на балконе высоко, фотографировать издалека, если есть возможность фотографировать это оттуда. Соответственно, второй блок — это фотографирование вот непосредственно у бровки поля. И далее, когда уже начинается матч, мы переходим к третьему блоку, это, соответственно, вся игра. Ты просто мечешься от угла до угла, от одного места до другого, от одного уровня до следующего, наверх, вниз, влево, вправо. По диагонали пытаешься пробежать, конечно же, не через поле, приходится бежать в обход. Когда играла Сербия, сербы вообще были какие-то супер пассивные, соответственно, никаких особо фотографий не было. Но вот Бразилия против Мексики, они были просто какие-то мега эмоциональные. Еще мне дико понравился матч Австралия-Дания, тогда еще вышло солнце, фотографии были вообще очень контрастными, и просто вот то, что творилось на трибунах, это заслуживает отдельного видео. Я не знаю, они настолько крутые, настолько эмоциональные. С ними вообще забавная ситуация произошла. После матча они подпитые на радостях выбежали на улицу, фанаты забрались на вышку, на которой сидел волонтер, начали разбрасывать стаканы, кидаться пивом, потом их прибежали стюарды, сцепились руками, хватили их в кольцо, но в результате это кольцо обороны потом было прорвано австралийцами, и так сверху их и не сняли, так они продолжили там наверху тусить и раскидываться пивасом. И это, кстати, уже четвертый этап съемки. После матча мне нужно было пофотографировать, опять же, то, как люди выходят из стадиона, потому что веселье продолжалось. Следующий вопрос очень интересный. Какой примерно ценз по портфолио, грубо говоря, насколько крутым нужно быть, чтобы туда попасть? Как на футбол попал лично я? Асхат, мой товарищ из Самары, переехал в Питер, он фотографировал чемпионат мира по футболу в Москве, а на самарские матчи он меня порекомендовал для как раз ТАСС. Я прислал свое портфолио, меня утвердили, все чики-пуки. Получается, я туда попал через знакомство. И если сейчас у вас опускаются руки, потому что, и мы думали, вот есть какой-то открытый источник, куда можно загрузить фотографии, в целом, да, можно так делать. Можно писать информационным источникам напрямую, предлагать свои кандидатуры, но через знакомство будет все намного быстрее. Я вам приведу очень классный пример. Я работал с ВКонтакте очень много. Снимал виртуальные туры, 3D-панорамы, экскурсии по самым классным музеям Санкт-Петербурга. Гигантский просто проект для ВКонтакте и Минкульта СПБ. И туда я попал уже полностью своими силами. Когда-то давным-давно, наверное, в году в 2016 или 2018, честно говоря, не помню, я получил своего первого Прометея. Огонь Прометея — это значок, статус ВКонтакте, который начинает рекомендовать твое творчество другим людям. И тогда в Москве проходило ледовое шоу «Навкия». И ВКонтакте опубликовал в закрытом сообществе для тех, кто получил огонь Прометея, сообщение, что, ребята, мы ищем репортажных фотографов, присылайте свое портфолио. Если нам понравятся ваши фотографии, то мы вас возьмем снимать репортаж. Эта съемка для меня была абсолютно бесплатной. Я даже вкинул деньги для того, чтобы оплатить гостиницу, перелеты. И на этом шоу я познакомился с замечательной девушкой Зерой Черешневой, с которой начал потом очень плотно и много сотрудничать. Поэтому, если вы ведете затворнический образ жизни, ребята, выходите на улицу и знакомьтесь с людьми. Это очень важно, если вы хотите получить коммерческие заказы. Конечно, сейчас можно полностью уйти в онлайн, вести, не знаю, там, ТикТок, еще что-нибудь и не париться. Да, если мы говорим о возможности быстро пробиться в какую-то сферу, вам нужно общаться в среде около этой сферы. Следующий вопрос: сколько фотографий получилось и за сколько ты всю эту прелесть обработал? Я ее не обрабатывал. Я снимал в JPEG, я накидывал просто Vivid Color на Sony A7R II. С насыщенным профилем фотографии уже получались очень крутыми. Я их сразу скидывал на сотовый телефон, отправлял в редакцию, все. Ну и последний вопрос: что было самое сложное при съемке? Ребят, самое сложное при съемке было работать с фотоаппаратом, на котором не работает дисплей. Я только-только прилетел с Бали, у меня под проливным дождем камера полностью промокла и сдох откидной дисплей, поэтому я фотографировал все через видоискатель, и когда я отбирал фотографии, я вот смотрел в видоискатель, как будто я фотографировал свои ноги, и вот так вот листал фотографии, это проходило, там, 2-3 минуты, я как дебил стоял и даже
даже кто-то сфотографировал, сделал кадр издалека, как я стою, как дурак, направил просто камеру в ноги, и вот так вот стою, листаю, там, не знаю, сколько, 2-3 минуты я листал фотографии. Вот это, наверное, было самое сложное, самое неудобное. А в остальном все было мега круто. И, честно говоря, репортаж на чемпионате мира по футболу, он для меня прошел вот как щелчок. Это было молниеносно, потому что, когда ты начинаешь работать, когда крики, оры, гол, вот это вот все, слышишь шум трибун, ты просто теряешь ход времени. И быть частью всего вот этого мероприятия, конечно, я бы это все и бесплатно поснимал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, иногда я буду задавать вам вопросы, чтобы вы подкинули их мне, на которые я уже отвечу в самом ролике. Ну и там на самом деле много всего интересного тоже есть. Если вам понравилось это видео, фоточки понравились, поставьте лайк, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Ну и увидимся, пока.